Привет, народ! Знали ли вы, что в глубинах мичиганских лесов скрывается загадочное существо, которое заставляет местных дрожать от страха? Это не просто байка для туристов, это история, которая кружит головы уже много лет. В этом видео я расскажу о невероятных встречах с загадочным мичиганским догменом. Что скрывается за этими легендами и почему все о нем говорят. Погнали разбираться. Миф или реальность? В северных лесах Мичигана, согласно легендам, обитает таинственное существо, известное как мичиганский пес. Этот криптид обладает устрашающим обликом. Голова собаки сочетается с человеческим телом, а его леденящий душу вой наводит страх на всех, кто слышит его. История о подобных существах восходит к временам Кракена, а рассказы о таких легендарных фигурах, как Йети, продолжают появляться и сегодня. Тем не менее, лишь немногие слышали о мичиганском псе, кроме тех, кому довелось столкнуться с его ужасающим, напоминающим человеческий криком. Он появляется раз в 10 лет, преимущественно в годах, заканчивающихся на 7, блуждая по диким просторам северной части штата Мичиган. Первые упоминания о встрече с этим существом датируются концом XIX века, когда двое лесорубов якобы столкнулись с ним. И с тех число сообщений о встречах с догменом продолжает расти. Является ли этот криптид древней разновидностью волка, сверхъестественным созданием или просто плодом чьего-то воображения, неизвестно. Однако те, кто утверждает, что сталкивался с ним, уверяют, что он действительно существует. Легенда о мичиганском оборотне. Коренные американцы знали о существовании мичиганского догмена задолго до появления первых белых переселенцев. Легенды гласят, что это существо некогда наводило ужас на племена Аджибва, жившие вдоль реки Манисти. В некоторых рассказах оно описано как перевертыш, оборотень, способный менять свой облик, переходя из человеческого состояния в животное и наоборот. Первое документированное столкновение с собакоголовым монстром в штате Мичиган относится к 1887 году. Группа лесорубов, работающих в округе Уэксфорд, заметила странную фигуру, которую поначалу приняли за обычную бродячую собаку. Они начали преследовать ее, пока та не скрылась внутри старого полога пня. Вот что рассказывал один из очевидцев. Когда мы приблизились к пню, существо начало издавать звуки, похожие на человеческий крик. Оно вылезло оттуда и встало на две ноги прямо перед нами. Мы смотрели ему в лицо и видели голову собаки на теле человека. От страха мы оставили лагерь и больше туда не возвращались. Именно после этой встречи появились слухи о том, что пес появляется каждые 10 лет. Ведь следующая известная встреча с псом произошла как раз через десятилетие, в 1897 году. В окрестностях города Бакли нашли мертвого фермера, лежащего возле своего плуга. Рядом с его телом были обнаружены гигантские собачьи следы. Возможно ли, что именно мичиганский пес мог стать причиной его гибели? Еще одно свидетельство относится к 1907 году, когда одна пожилая женщина сообщила, что ночью вокруг ее дома собирались собаки, которые выли как банши. Наконец, в 1917 году местный шериф обнаружил брошенную повозку, запряженную мертвыми лошадьми, с широко открытыми от ужаса глазами. Ветеринары, вызванные для обследования животных, не смогли объяснить причину их внезапной смерти. Современные свидетельства. В 2017 году мужчина по имени Брэд заявил, что стал свидетелем необычного происшествия в Мичигане. Он рассказал, что занимался расчисткой снега, когда услышал громкий всплеск воды в близлежащем ручье. Посмотрев в направлении звука, Брэд заметил пару желто-оранжевых глаз, принадлежащих существу высотой около 7-8 футов. Через мгновение существо взлетело вверх и прыгнуло в воздух. В следующие несколько секунд я слышал только треск веток и шум, словно что-то передвигалось по вершинам деревьев, поделился Брэд, добавив, что казалось, будто существо перепрыгивало с одной вершины дерева на другую. Это не единственное свидетельство. Например, на Reddit существует сообщество Ersh Dogman, насчитывающее свыше 24 тысяч подписчиков, где обсуждаются различные свидетельства наблюдений мичиганского пса. Также немало людей делятся своими историями на сайте «Таинственный Мичиган». Так, один из пользователей рассказал, что однажды ночью, проезжая по темному участку дороги в Уотерфорде, штат Мичиган, он увидел, как через дорогу перебежал какой-то облезлый зверь, скрывшийся затем в лесной чаще. «Это точно была необычная собака», — отметил свидетель.
Даже если бы это был койот, то самый крупный, какого я когда-либо видел. Он был значительно крупнее, с массивной головой и выглядел так, будто только что вышел из самой глубины ада. Странные совпадения. Во всех сообщениях о встречах с мичиганским догменом прослеживаются общие черты. Большинство свидетелей описывают его как высокое, около 7 футов, двуногое существо с голубыми или янтарными глазами, человеческим торсом и ужасающим криком. Рэйчел Кларк, представитель исторического центра Мичигана, в интервью филиалу NPR Michigan Public в 2019 году отметила, что сходны не только описание самого существа, но и обстоятельства встреч с ним. Чаще всего первые сообщения приходят от мужчин, работающих в лесу, которые неожиданно сталкиваются с этим существом во время выполнения своих обязанностей, пояснила она. Позже такие встречи происходят с людьми, оказавшимися в одиночестве, будь то на пустынной дороге или в лесу. Их рассказы удивительно похожи. Они видят, как это существо выскакивает из леса, ловко перемещаясь, иногда прыгая перед автомобилем или человеком. Иногда оно царапает их дом или палатку. Территория обитания. В книге Линды Годфри «Я знаю, что я видела», опубликованной в 2019 году, утверждается, что Национальному парку Манисти принадлежит звание основного ареала обитания догмена. В многочисленных эпизодах, описанных в книге, это существо демонстрирует удивительную способность легко перепрыгивать с дерева на дерево, даже в условиях холодной погоды. Годфри отмечает, что встречи с этим существом зачастую сопровождаются необычными обстоятельствами. По словам местных историков, леса вокруг парка Манисти хранят множество тайных захоронений коренного населения Америки. В 1642 году, после нападения войска ирокезов, останки сотен мужчин, женщин и детей племени Потаватоми были спешно погребены в этих землях. Исследователи полагают, что крупные травматичные события могут оставлять отпечаток не только в памяти переживших их, но и в самом ландшафте, порождая истории о местах с привидениями и мистических животных. Годфри сравнивает это явление с Геттисбергом, где после гражданской войны неоднократно наблюдались призраки солдат. Догмен. Первоапрельская шутка. В 1987 году радиоведущий из Траверс-Сити Стив Кук решил записать песню об оборотне. Песня под названием «Легенда о Догемине» вышла в эфир 1 апреля в рамках первоапрельской шутки. Однако реакция слушателей оказалась неожиданной. Многие позвонили на радиостанцию, утверждая, что сами сталкивались с подобным монстром. Изучение легенды привело Кука к пониманию, что она имеет глубокие корни, уходящие в историю коренных народов Америки, что сделало ее еще более зловещей, по его собственным словам. «Я создал все это в своем воображении, чтобы пошутить в День дурака, и внезапно обнаружил, что столкнулся с настоящей легендой, восходящей ко временам коренных американцев», признался Кук в интервью Detroit Free Press в 2011 году. «Несмотря на мой скептицизм, я верю людям, которые убеждены, что видели что-то реальное». Кук рассказал HuffPost в 2012 году, что получил сообщение от женщины, которая заявила, что встретилась с этим существом в подростковом возрасте в 1993 году. Однажды ночью девушка курила за домом своей семьи, неподалеку от Ридсити, и заметила свет, исходивший из заброшенного сарая поблизости. Заглянув в щель между досками сарая, она увидела, как на нее смотрит двуногое существо с собачьей головой. Фильм Гейбла. История мичиганского догмена получила новый виток развития в 2007 году, когда в сети появился загадочный видеоролик, получивший название «Фильм Гейбла». Запись, снятая на пленку шириной 31/100 дюйма, на первый взгляд напоминает обычное домашнее видео о зимних прогулках в лесу. На различных кадрах видны люди, катающиеся на снегоходах среди заснеженных деревьев или занимающиеся рубкой дров. В одном из эпизодов собака медленно идет по дороге, окруженной деревьями, принюхиваясь и прислушиваясь к звукам издалека. Однако ближе к концу ролика оператор замечает в лесу какое-то странное волосатое существо и начинает его преследовать. Когда он приближается достаточно близко, чтобы снять существо крупным планом, оно резко бросается на оператора. Картинка становится размытой, когда оператор в панике убегает.
Видны острые зубы, а затем камера падает на землю, когда монстр, вероятно, настигает свою жертву. После распространения фильма Гейбла в интернете многие стали утверждать, что запечатленное на пленке существо является мичиганским псом. Позднее мужчина по имени Майк Агруса признался, что снял этот ролик и что история с лесным монстром была фальшивкой. Таким образом, история о мичиганском догмене сама породила новые мифы, а легенды о создании таких фильмов и песен уведут увлеченных исследователей в новые дебри. Конечно, вполне возможно, что чудовища, которые якобы видели люди, на самом деле являются обычными медведями, вставшими на задние лапы. Однако кто знает, какие тайны скрывают леса Мичигана. Смотрите далее, и вы узнаете, каких еще монстров можно встретить в американских лесах. Bad Squatch. В штате Вашингтон, вблизи горы Сент-Хеленс, существует легенда о загадочном монстре, обладающем уникальными характеристиками. Это существо описывают как примата с крыльями, как у летучих мышей. Его глаза имеют желтый оттенок, а лапы напоминают птичьи когти. Монстр отличается острыми зубами и синим мехом, достигая высоты около 10 футов. Первая встреча с этим существом произошла в конце 90-х годов 20 века. С тех пор несколько человек, включая группу туристов, сообщали о наблюдениях этого странного создания в небе. Монстр всегда держался на расстоянии от людей, стараясь быстро исчезнуть из виду. Thunderbird или громовая птица. На территории Северной Америки крупные птицы традиционно пользовались особым уважением среди коренных жителей. Для индейцев они считались посланниками богов, связующими звеньями между миром людей и божественными силами. Встречи с такими птицами чаще всего происходили на западных территориях континента. Одним из известных инцидентов стало происшествие конца XIX века, когда два ковбоя застрелили крупную птицу. Она отличалась отсутствием перьев, а ее морда напоминала морду аллигатора. Еще одним примечательным случаем стало нападение на мальчика в конце 1970-х годов. 10-летнему ребенку пришлось пережить атаку двух огромных птиц. Одна из них сумела схватить мальчика и пронести его на несколько футов, прежде чем мать успела выбежать из дома и спасти сына. Очевидцы описали этих птиц как имеющих тела длиной чуть меньше 5 футов. Такие же размеры имели и их крылья. У птиц были мощные клювы и когти на лапах, а их тела были черного цвета. Монстр Лейк Уорта. В небольшом техасском городке Лейк Уорт бытует легенда о загадочном существе, которое описывают как получеловека-полукозла. У этого монстра тело покрыто шерстью и чешуей, а пальцы заканчиваются длинными и острыми когтями. Первые упоминания о нем появились в конце 1960-х годов. Странное существо часто пугало молодых пар, которые искали уединение недалеко от лесных массивов и озера. Монстр далеко не всегда вел себя миролюбиво. Однажды он спрыгнул с дерева на автомобиль одного из очевидцев, повредив его. Кроме того, он украл покрышку и запустил ее в проходящих мимо людей. Несмотря на все усилия, поймать существо так и не удалось. Озаркский ревун. Это загадочное существо обитает одновременно в 4 американских штатах – Арканзасе, Оклахоме, Техасе и Миссури. Оно представляет собой крупного зверя по размеру сравнимого с медведем, с массивным телом и мощными лапами. Тело животного покрыто густой лохматой шерстью, а на голове заметны рога. Оно издает необычные звуки, напоминающие рев. Первую встречу с таким зверем зафиксировали в начале XIX века. С тех пор люди периодически сообщают о встречах с этим таинственным существом. Лягушка или ящерица Лавленда. В штате Огайо существует легенда о загадочном человекоподобном существе, известном как человек-лягушка. Это высокое создание, достигающее роста около 4 футов, с зеленоватой кожей и перепонками на руках и ногах. Однажды в середине 1950-х годов мужчина случайно заметил несколько человекоподобных лягушек под мостом. Эти существа сидели на корточках, и их рост составлял не менее 3 футов. Другие очевидцы также описывали существ, похожих на лягушек. У них были широкие рты без губ, а вместо волос – морщины. Полицейские тоже несколько раз сталкивались с этими существами, однако каждый раз им удавалось скрыться. Вендиго. Вендиго обитает преимущественно в холодных регионах Северной Америки и появляется зимой. В культуре коренных американцев вендиго символизирует суровую и голодную зиму. Согласно легендам, вендиго – это дикое человекоподобное существо, обладающее огромной силой и хитростью. Оно умеет имитировать человеческие голоса и использует гипноз, чтобы заманивать своих жертв.
Вендиго описываются как высокие и костлявые, но их физическая сила превосходит силу обычного человека. Иногда их тела покрыты шерстью, а иногда они совершенно лысые. У некоторых вендиго отсутствуют мочки ушей или пальцы на руках. На руках у них длинные когти, а зубы острые. Эти существа обладают отличным слухом и зрением. Вендиго известны своей любовью к охоте, и их основной добычей становятся люди. Из-за своей скорости и силы избежать встречи с вендиго практически невозможно. Криптиды стали популярными благодаря фольклору и различным культурным традициям, а также современным рассказам и свидетельствам очевидцев. Существуют ли они на самом деле? История умалчивает. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.